Друзья, всем привет! Обычно я выпускал видео про трансферы незадолго до начала клубного сезона, чтобы все сделки были подтверждены, и мы могли проанализировать, как сложится судьба у игроков и у их новых команд. Но в этом году ваша заинтересованность данной темой вышла на какой-то небывалый прежде уровень, а я не вправе игнорировать ваши просьбы, ведь всегда старался быть на одной волне со своей аудиторией. Поэтому прямо сейчас я быстренько поделюсь с вами самыми интересными переходами и трансферными слухами из мира волейбола. Так что, как обычно, не будем больше тянуть, поехали! Начать предлагаю с триумфатора Лиги Чемпионов – Заксы. Как в свое время, забив золотой мяч в финале ЛЧ, ушел из Зенит Казань-Леон, ровно так же из Заксы уходит Камиль Семенюк. Причем оба они по итогу оказались в Перудже. Доигровщик сборной Польши уже успел согласовать контракт с Белогорьем, но из-за политической ситуации от договоренности пришлось отказаться и искать новое место работы. Заксе необходимо было найти замену своей звезде, и попытались они это сделать за счет приобретения итальянца Филиппо Ланца, хотя слухи его связывают также и со Скрой. На бумаге это определенно ослабит состав, но как знать, быть может снова клуб сможет найти каких-нибудь звезд на внутренней арене. Вслед за Семенюком в Перуджу отправляется и Георгий Крецу, а новым тренером двукратного победителя Лиги Чемпионов теперь станет небезызвестный нам Томас Самилвоо. Если пробегаться по слухам, то скорее всего в Волрон перейдет Кристоф Рейно, а на его месте окажется сбежавший из Санкт-Петербургского «Зенита» Дмитрий Пашицкий. Так что новоиспеченный обладатель российского паспорта так и продолжит выступать в плюс-лиге. От вице-чемпионов Польши на данный момент особой активности на трансферном рынке нет. Команда старается больше переподписывать текущих игроков. Похоже, что текущий состав руководства устраивает, и они готовы бороться за самые высокие места именно с этими ребятами. В какой-то момент была новость о том, что клуб может покинуть Стефан Буае, но вроде в последнее время такой информации в прессе не появлялось. Куда активнее в этом межсезонье работает Скра. После 5 лет пребывания в команде из Польши уезжает иранец Милат Ибадипур, что в следующем сезоне усилит итальянский Милан. Из подтвержденных переходов в стан 9-кратных чемпионов Польши можно отметить только трансфер чешского доигровщика Лукаша Васина. На уровне слухов клуб может покинуть и Ди Кой, а доигровщиков могут заменить Филиппо Ланца и Мэтт Андерсон, но первый скорее всего окажется в Заксе, а второй отправится на заработки в Китай. Зимой ходили слухи, что из команды могут уйти Матеуш Бенок и Карл Клос, а вместо них появится Среч Колесинец. Только до официальных подтверждений дело так и не дошло. Все эти трансферные слухи порой схожи с сюжетами сериалов. Длиться переход может не один сезон, а как будет протекать и чем закончится трансфер, далеко не всегда понятно. Так что иногда бывает так, что наблюдать за течением трансферной саги куда интересней, чем уже смотреть на игрока, который перешел в новый клуб. Ну а для любителей фильмов и сериалов онлайн-кинотеатр Wink подготовил специальное предложение в виде 60 дней бесплатного доступа к функциям сервиса. Помимо огромного выбора как новых, так и классических фильмов и сериалов, сервис предоставляет вам доступ к более чем 400 ТВ-каналов в качестве Full HD и 4К. Вы можете использовать подписку на 5 устройствах. Так что можно начать просмотр на компьютере, а затем переместиться к телевизору, или же продолжить смотреть с экрана вашего смартфона. И вы ни в коем случае не пропустите ни одного важного эпизода, ведь Wink дает вам возможность не только ставить эфир на паузу и перематывать видео, но и также вы можете найти интересующую вам передачу из архива. Так что переходите по ссылке в описании и закрепленном комментарии и в течение 60 дней бесплатно пользуйтесь онлайн-кинотеатром Wink, а после у вас вряд ли возникнет вопрос касательно продления подписки. Спасибо, что посмотрели рекламу, а теперь мы возвращаемся к видео. Раз уж немало игроков в этом межсезонье из Польши решило перебраться в Италию, то давайте к итальянской суперлиге и перенесемся. И начнем по традиции с чемпиона Лубо Чивитановы. Самой серьезной потерей для Мачараты будет уход Симона. Кубинец сейчас является безоговорочно лучшим игроком на своей позиции, так что заполнить такой пробел будет невозможно. А вместе с ним клуб может покинуть и Симона Анзани, так что проблем в центральной линии не избежать. Скорее всего, Лубо подпишет олимпийского чемпиона Бартоломео Шиминьеза, и по слухам также может приобрести Исака и Джанлуку Гасали, но пока это всего лишь слухи. Также с командой уже точно уйдет Рикардо Лукарелли. Вместе с Симоном доигровщик отправляется в Пьяченцу. Его не подписали, потому что не удалось уговорить перейти к себе Бартоша Беднажа. В Лубо его попытаются заменить молодым итальянским дарованием Матиа Батолла. Безусловно, будет крайне интересно за всем этим понаблюдать.
Ну и пока также остается неизвестна судьба Хуан Торены. Османи утверждал, что ни в одном клубе, кроме Лубе, в Италии он играть не будет. Так что слухи активно связывали его с чемпионатом Китая, и также были разговоры с руководством польской Скры. Но доигровщик также не отрицал, что ему поступали предложения и из Италии, в том числе от Пьяченцы. Перуджа в этот раз трансферный рынок не потрясла, но сделала несколько качественных приобретений, которые, возможно, помогут выйти клубу на новый уровень. Про трансфер Камиля Семенюка я уже говорил несколько минут назад. Он в Перудже заменит Мэтта Андерсона, который, скорее всего, поедет в Китай. За игровой практикой и заработками также отправились еще два игрока ротации. Это Тайстер Хорст, что поехал в Южную Корею, и Драгон Травица, что в следующем сезоне будет покорять Грецию в составе Олимпиакоса. Им Перуджа уже нашла замену в лице опытного словенского связующего Грегора Ропрета и диагонального сборной Кубы Хесуса Херреры. А также в попытке разгрузить Вильфреда Леона по ходу регулярного сезона, клуб приобрел еще и кубинского доигровщика Жулио Сезара Моралеса. Видимо, дьяволы считают, что, как и Лубе, большое количество кубинцев поможет решить вопрос с чемпионством. Посмотрим, как оно выйдет на самом деле. Главный ньюсмейкер прошлого сезона Модена в этот раз пока ведет себя на рынке достаточно спокойно. Все еще никаких громких приобретений со стороны руководства не проводилось. Разве что ходит слух, что в клуб могут вернуть Женю Гребенникова. Об этом при переходе в Модену как раз также мечтал Эрвин Гапет. Куда больше вопросов к звездному трио команды, ведь Немир Абделазиз уже практически оформил свой переход в «Зенит», но все планы перечеркнула политическая обстановка в мире. Так что останется ли голландец в Модене, пока непонятно. Леал также активно искал новую команду. Активнее всего слухи его связывали с Пьяченцей, которая также интересовалась Ингапетом. Но это уже менее вероятный трансфер. Раз уж Пьяченца уже навела много шума, давайте поговорим про нее. Клуб уже покинули Аарон Рассел, Олег Антонов и Тончик Штерн. Скорее всего, уйдет и Тибо Рассар. В Пьяченцу уже подписали Рикардо Лукарелли и Симона. Также активно рассматриваются для трансфера Леал, Османи Хуан Торена, Немир Абделазиз, Фабио Ричи и даже Иван Зайцев. Так что уже хочется дождаться осени, чтобы понять, что за Dream Team соберется в их рядах Пьяченца. Закончить раздел про Италию хотелось бы на Трентино. Самым активным трансферным слухом вокруг команды из Трента является приход в команду Донована Джаворенко, что звучит достаточно реалистично. Не то чтобы в клубе есть проблемы с доигровщиками, но такой классный игрок в ротации точно не помешает. Поскольку Джулио Пинали в состав в этом сезоне не проходил, то также велика вероятность, что диагональный может сменить клубную прописку в этом межсезонье. И на его место рассматривался Жан Патри, но я повторюсь, это всего лишь слухи. Поэтому я и не люблю делать подобные видео так рано. И перед тем, как мы перейдем к российской суперлиге, хотелось бы обсудить переходы тех игроков, которые на следующий сезон поедут на заработки в Азию. Самым громким, естественно, является возвращение в японскую В-лигу Юджи Нишиды. Диагональный после своего итальянского эксперимента решил вернуться в домашний чемпионат. Про этот сезон в итальянской суперлиге я говорил в отдельном видео, так что если вы еще его не видели, то можете посмотреть, перейдя по ссылке в описании и подсказках. В том же направлении ушел и доигровщик сборной США Аарон Рассел, что пополнил ряды Тандерс. В китайский чемпионат у нас уже точно отправится Бартош Беднеш. В Китае также с большой вероятностью окажется Мэтт Андерсон и, возможно, Османи Хуан Торена. Ну а в Южную Корею на следующий сезон полетели Орел Камеха и Тайстер Хорст. На следующий сезон в Россию могли приехать несколько классных легионеров, но, к сожалению, по очевидным для всех причинам, мы их в Суперлиге не увидим. Также не совсем понятна ситуация с многими зарубежными игроками. Останутся ли они в России или же найдут себе новые клубы? Ситуация туманная, так что остается только следить за развитием событий. Но у всей этой политической подоплеки есть один плюс для болельщиков российского чемпионата. Сергей Гранкин возвращается в Россию. Понятно, что в Динамо уже смысла переходить не было, ведь под завершение карьеры Сергею эта конкуренция с Павлом Панковым сейчас явно не нужна. Связующий хочет быть основным, чтобы продолжать наслаждаться волейболом, как он это делал в Берлине. Так что Гранкин неожиданно для всех перешел в Факел. Хотя лично для него этот выбор был очевиден, ведь несмотря на то, что Факел из Нового Уренгоя, клуб базируется в Москве, где и живет семья легендарного связующего сборной России. Тимофей Жуковский в следующем сезоне будет играть в Польше, так что у Сергея определенно с игровой практикой проблем не будет. Чем может похвастаться действующий чемпион страны, так это то, что они продлили контракт с Цветаном Соколовым. Хотя, если разобраться, состав Динамо не требует усиления. Остается лишь дождаться возвращения в строй Ильи Власова и продолжать биться за самые высокие места.
А вот у серебряного призера российской суперлиги появился открытый вопрос касательно позиции доигровщика, ведь Джон Гордон Перрин перешел в Верону, а молодой Илья Казаченков продолжит свою карьеру в Енисее. Так что, как и в ситуации с многими другими клубами, остается только ждать, что придумает руководство команды. «Зенит Казань», как я уже неоднократно говорил ранее, покинул Бартош Беднаш. И кто бы что ни говорил, поляк свой последний сезон в России провел достаточно неплохо. Пусть Бартошу не хватало лидерских качеств, но сомневаться в том, что Беднаш отличный доигровщик, поводов не было. Руководство «Зенита» уже нашло ему замену в лице бельгийца Сэма Деру, который долгое время защищал цвета московского «Динамо». Пусть индивидуально Деру Беднажу уступает, но опыт игры в России определенно должен пригодиться подопечным Алексея Вербова в битве за чемпионство. У их коллег из Санкт-Петербурга наверняка были амбициозные планы на это межсезонье, но из-за политической ситуации реализоваться им было не суждено. Так что помимо возвращения в команду Дмитрия Ковалева, «Зениту» и похвастаться больше нечем. На данный момент клуб даже потерял больше, чем приобрел, ведь так любимый фанатами Иван Подребинкин перешел в Белогорье, а замену ему «Зенит» пока не нашел. И закончим этот ролик Белогорьем, к которому, к сожалению, Камиль Семенюк не присоединился. Поэтому клубу пришлось искать усиление на внутренней арене. Руководство Львов планировало усилить позицию связующего Романом Порошиным, чтобы в конкурентной среде с Дмитрием Ковалевым команда имела самую сильную пару на этой позиции. Но Дмитрию эта затея не понравилась, и он отправился в Питер конкурировать с Игорем Кобзарем. А в обратном направлении поехал Игорь Колодинский и в придачу еще и Иван Подребинкин. Если для Белогорья такой трансфер понятен, то зачем Иван вновь перешел на роль резервного диагонального, мне лично не ясно. Ко всему этому набору еще добавилось и трио из Самотлора в лице доигровщика Руслана Галимова, либера Валентина Кроткого и центрального блокирующего Юрия Цепкова. Посмотрим, поможет ли это хоть как-то продвинуться Белогорью вперед относительно прошлого сезона. Вот таким получился обзор на трансферные новости. Я поделился с вами самыми интересными переходами и слухами, так что надеюсь, что вы оцените мои старания лайком. Следующий подобный ролик теперь уже выйдет не раньше осени, когда команда уже официально объявит о всех переходах, и мы сможем оценить расклад сил перед началом сезона. А по поводу выхода других роликов, я оповещаю вас в своем телеграм-канале, так что переходите туда, чтобы быть в курсе актуальных новостей, связанных с каналом. Ну а с вами, как обычно, был Николай Иванов. Любите то, что вы делаете, и все у вас обязательно получится. Скоро увидимся. Пока.